Что если самые засекреченные артефакты зоны 51 никогда не были инопланетными, а были сделаны руками обычных рабочих прямо на базе? Один бывший подрядчик передал журналистам список предметов, изготовленных в мастерских зоны 51 с 58 по 74 год, и среди них числятся вещи, которые не вписываются ни в одну официальную версию. Некоторые из этих объектов до сих пор хранятся в частных коллекциях, а их владельцы не знают, что именно держат в руках. Первым в списке стоит предмет под кодовым обозначением объект 7-альфа. Металлический диск диаметром 32 см, изготовленный из сплава титана и бериллия в мастерской корпуса Б в 63-м. Его форма намеренно повторяла очертания летающей тарелки. Цель была проста. Военные фотографировали его в небе над полигоном, чтобы создать банк изображений неопознанных объектов для последующей дезинформации советской разведки. Когда советские агенты получали снимки через поставных информаторов, они тратили месяцы на анализ того, что было обычной жестянкой из мастерской Невады. Второй предмет в списке куда более неожиданный. В 1968 году сотрудники мастерских изготовили серию из 12 небольших капсул из нержавеющей стали с гравировкой на несуществующем языке. Символы создал лингвист из университета Джонса Хопкинса, нанятый по контракту без допуска к сведениям о реальном назначении работы. Капсулы намеренно теряли вблизи мест, где фиксировалась активность советских агентов. 3 из 12 капсул так и не были найдены. Одна всплыла на аукционе в Вене в 2000-м. Ее продали как артефакт неизвестного происхождения за $4000. Третий объект из списка США — это то, что рабочие между собой называли зеркалом. Панель размером 1,5 на 1,5, покрытая материалом с переменным коэффициентом отражения, которую монтировали на экспериментальные летательные аппараты. При определенном угле освещения поверхность давала оптический эффект, из-за которого силуэт самолета казался наблюдателю с Земли треугольным и светящимся. Именно этим объясняется волна сообщений о треугольных кораблях над Неваду в конце 60-х. Несколько панелей после испытаний разрезали на части и раздали сотрудникам как сувениры, без каких-либо пояснений о том, что это такое. Четвертый предмет в списке подрядчик описывает как самый обычный и самый странный одновременно. Это стеклянные шары диаметром около 10 сантиметров, внутри которых был запаян газ неизвестного состава. Шары светились в темноте голубоватым светом без какого-либо внешнего источника питания. Их производили в лаборатории корпуса Д, начиная с 61-го. Официально они числились как образцы для калибровки оптических приборов. На деле их разбрасывали на маршрутах передвижения нежелательных наблюдателей, репортеров, любопытных фермеров, случайных туристов. Человек находил светящийся шар, пугался, рассказывал соседям, история обрастала деталями. Через неделю местная газета писала об инопланетных артефактах в пустыне. Военные получали то, что хотели. Еще один слой правдоподобного шума вокруг базы. Пятый объект в списке — радиопередатчик, замаскированный под метеорит. В 1959 году специалисты мастерских отлили из железо-никелевого сплава камень весом около 8 килограммов, внешне неотличимый от железного метеорита. Внутри был вмонтирован маломощный передатчик с батареей на 20 лет работы. Таких метеоритов изготовили 17 штук. Их закапывали в стратегических точках вдоль границ секретных объектов. Передатчики фиксировали сигналы от радиооборудования приближающихся наблюдателей и передавали координаты на базу. Охрана знала о нарушителях еще до того, как те успевали приблизиться на опасное расстояние. По данным подрядчика, как минимум 2 таких метеорита до сих пор находятся в Земле. Их просто не стали извлекать после закрытия программы. Шестой объект из списка подрядчик называет самой дорогостоящей ложью десятилетия. В 70-м году мастерские базы изготовили полноразмерный макет кабины пилота несуществующего летательного аппарата. Приборная панель была заполнена символами, не совпадающими ни с одной известной системой обозначений. Кресло пилота было рассчитано на существо ростом около 110 сантиметров. Макет намеренно показали 3 журналистам, которых допустили на базу в рамках контролируемой экскурсии. Всем 3 было сказано, что они видят восстановленный фрагмент объекта, найденного в 52-м. Все 3 подписали соглашение о неразглашении, однако 2 впоследствии все равно описали увиденное в своих книгах. С той разницей, что каждый запомнил детали по-разному. Именно это расхождение в показаниях стало одним из главных аргументов скептиков против теорий об инопланетных технологиях. 7-й предмет в списке — ткань. Не металл, не электроника, а обычная, на первый взгляд, ткань серебристого цвета, которую производили в текстильной мастерской корпуса Е, начиная с 65-го. Материал был соткан из нитей алюминиевого сплава толщиной менее 1 микрона. При попытке разрезать его обычными ножницами лезвие скользило, не оставляя следа. При поджигании ткань не горела, а просто темнела и возвращалась в исходное состояние после охлаждения. Небольшие куски этого материала намеренно оставляли на местах испытаний самолетов-разведчиков программы У-2. Когда местные жители находили блестящие
лежащие фрагменты в пустыне, они не могли объяснить, что это такое. Военные приезжали, забирали находки и молчали. Слухи о нетленном инопланетном металле расходились по округе сами собой. 8-й объект. Единственный в списке, который имеет задокументированную историю перепродажи. В 1967 году в мастерских изготовили небольшую скульптуру высотой около 20 сантиметров, изображающую гуманоидную фигуру с непропорционально большой головой. Материал – сплав алюминия с добавками, придающими поверхности зеленоватый отлив. Скульптуру через цепочку посредников продали коллекционеру из Аризоны как предмет, изъятый с места крушения неопознанного объекта. Коллекционер заплатил $800. Огромные деньги по меркам того времени. После его смерти в 1989-м скульптура перешла к сыну, который выставил ее на аукцион. Эксперты провели анализ состава сплава и установили, что материал был произведен не ранее 1960 года. Скульптуру сняли с торгов без объяснения причин. Ее нынешнее местонахождение неизвестно. 9-й предмет в списке. Единственный, который военные так и не смогли полностью контролировать. В 1962 году сотрудники акустической лаборатории базы разработали устройство размером с портфель, генерирующее инфразвук на частоте около 7 Гц. При включении в замкнутом помещении устройство вызывало у людей чувство необъяснимой тревоги, ощущение чужого присутствия и в ряде случаев зрительные искажения. Устройство тестировали на добровольцах из числа персонала базы. 3 из 14 участников испытаний отказались продолжать после первого сеанса. Один написал в рапорте, что видел фигуру в углу комнаты, которой там не было. Программу закрыли в 1964-м после того, как один из приборов включился случайно во время планового обслуживания и вывел из строя 3 техников на несколько часов. Само устройство, по данным подрядчика, не было уничтожено. Его просто убрали на склад и перестали упоминать в документах. Мастерские зоны 51 никогда не фигурировали ни в одном официальном документе под этим названием. В бюджетных отчетах они проходили как вспомогательные производственные объекты технического обеспечения. Формулировка достаточно скучная, чтобы не привлекать внимание аудиторов. Корпус А занимался металлообработкой, корпус Б – оптикой и стеклом, корпус В – электроникой, корпус Г – химическими покрытиями. Корпус Д в документах не упоминался вообще. Рабочие, которых туда направляли, подписывали отдельное соглашение, а не разглашение поверх уже подписанного основного. В корпусе Д производили предметы, которые не вписывались ни в одну из стандартных производственных категорий. Именно здесь в 1966 году изготовили 10-й объект из списка. Набор из 8 пластин размером примерно 20 на 30 сантиметров каждая, покрытых слоем вещества на основе редкоземельных элементов. При воздействии ультрафиолетового излучения пластины отображали схемы, невидимые при обычном освещении. Схемы изображали топографию реальных советских военных объектов, но с намеренно искаженными деталями. Пластины предназначались для передачи советской разведки через агентурную сеть. Расчет был прост. Противник получал карты, тратил ресурсы на проверку ложных данных и при этом не мог понять, каким образом американская сторона вообще владела подобной информацией об их объектах. 11-й предмет из списка изготовили в корпусе В в 69-м. Это была небольшая коробка размером с сигаретную пачку, внутри которой находился кварцевый резонатор и схема на германиевых транзисторах. Устройство издавало импульсный сигнал на частоте, которую не фиксировало стандартное советское разведывательное оборудование того времени, но которую принимали специально модифицированные американские спутники. Таких коробок сделали 40 штук. Их вшивали в подкладки одежды, которую через подставные магазины продавали в городах с высокой концентрацией советских дипломатов. Каждое устройство работало автономно 3 года, после чего схема необратимо разрушалась и не оставляла следов своего существования. По данным подрядчика, программа была признана настолько успешной, что ее продолжили уже за пределами зоны 51 в мастерских совершенно другого засекреченного объекта. 12-й объект — единственный в списке, который изготовили не по приказу сверху, а по инициативе самих рабочих. В 1972 году несколько техников корпуса Б в свободное время собрали из списанных компонентов небольшой телескоп с нестандартной оптической схемой. Линзы были отшлифованы так, что прибор давал четкое изображение в диапазоне, недоступном для серийных телескопов того времени. Когда руководство обнаружило самодеятельность, телескоп конфисковали. Но прежде чем это произошло, один из техников успел сделать несколько снимков неба над полигоном. На 2 из них были зафиксированы объекты, которые техник не смог идентифицировать. Снимки изъяли вместе с телескопом. Сам техник, его звали Роберт Кейн, был переведен на другой объект в течение недели. В 1978-м он дал интервью небольшой газете в Неваде, в котором упомянул эти снимки. Через месяц газета закрылась. Кейн больше никогда публично не говорил об этом. 13-й предмет в списке подрядчик описывает одной фразой: «Вещь, которую никто не хотел делать, но все сделали».
В 1964 году корпус Г получил задание разработать химическое покрытие для металлических поверхностей, которое при нагреве выше 300 градусов выделяло бы газ без цвета и запаха, вызывающий кратковременную дезориентацию. Покрытие предназначалось для нанесения на внутренние поверхности помещений. Разработка заняла 8 месяцев. Итоговый состав был задокументирован под кодовым номером и немедленно засекречен. Использовалось ли покрытие когда-либо по назначению, в списке не указано. За каждым предметом из списка стоит конкретный человек. Военные не создавали эти объекты сами. Они нанимали специалистов с гражданки, людей с редкими навыками, которых находили через университеты, оборонные подрядчики и иногда через совершенно неожиданные каналы. 14-й объект в списке — керамическая плитка с особым кристаллическим покрытием. Был разработан Говардом Мейсом, гончаром из Нью-Мексико, которого завербовали в 61-м. Мейс специализировался на высокотемпературных глазурях и случайно открыл состав, который при обжиге давал поверхность с почти нулевым радарным отражением. Военные узнали об этом через его бывшего студента, работавшего на оборонный завод в Альбукерке. Мейсу предложили контракт на 6 месяцев. Он проработал на базе 7 лет. Когда в 68-м он попытался уволиться, ему объяснили, что несколько его разработок еще не прошли финальное тестирование и его присутствие необходимо. Мейс вернулся в Нью-Мексико только в 69-м. Своей жене он сказал, что работал на керамическом заводе в Аризоне. 15-й объект создала женщина, что само по себе было исключением для того времени. Инга Торвальдсен, химик норвежского происхождения, работавшая в лаборатории материалов Массачусетского технологического института, получила предложение от военного подрядчика в 63-м. Ей не сказали, где именно она будет работать. Только что речь идет об объекте в юго-западном регионе. Торвальдсен разработала полимерное покрытие, которое меняло цвет поверхности в зависимости от температуры окружающего воздуха с задержкой около 20 минут. Нанесенное на борт летательного аппарата, оно делало его цвет непредсказуемым для наблюдателя с Земли, серый на рассвете, почти белый в полдень, темный к вечеру. Торвальдсен никогда не публиковала эту разработку. В ее официальной научной биографии 63 и 64 годы обозначены как период личного отпуска. 16-й объект в списке создал человек, который, по всей видимости, не знал, на кого работает. Карл Зиммер, часовщик из Чикаго, получил заказ через ювелирную мастерскую на изготовление миниатюрного механизма с нестандартной системой пружин. Заказчик, подставная компания с офисом в Денвере, объяснил, что речь идет о декоративном изделии для частного клиента. Зиммер выполнил заказ за 3 недели. Механизм стал сердцем таймера в одном из устройств акустической лаборатории базы. Зиммер узнал об этом только в 1987 году, когда журналист-расследователь нашел его через архивы ювелирного цеха. Часовщик был потрясен. По словам журналиста, Зиммер долго молчал, а потом сказал только одно: «Я думал, это для музыкальной шкатулки». 17-й объект из списка. Единственный, автор которого известен по полному имени и никогда не скрывал своей причастности, потому что не считал ее чем-то предосудительным. Томас Эйнджел, инженер-акустик из Техасского университета, в 1967-м разработал систему направленного звука, способную создавать слуховые иллюзии на расстоянии до 150 метров. Человек, находившийся в зоне действия системы, слышал голоса или звуки, источник которых невозможно было локализовать. Эйнджел считал это чисто научной разработкой в области психоакустики. Военное применение своего изобретения он узнал из газет в 1973-м, когда репортеры написали о голосах в пустыне, которые слышали несколько человек вблизи периметра базы. Эйнджел подал иск против Министерства обороны, требуя раскрыть условия использования его разработки. Дело закрыли, сославшись на государственную тайну. Эйнджел преподавал в университете до 1991 года и каждый год упоминал этот случай в своем вводном курсе лекций. Некоторые материалы, из которых изготавливались объекты на базе, сами по себе были засекречены отдельно от готовых изделий. Это означало, что рабочий мог получить задание обработать материал, не имея права знать его состав. Химик мог синтезировать вещество, не зная его конечного применения. Инженер мог собрать устройство из компонентов, каждый из которых поступал из разных источников, и ни один из которых не был подписан настоящим названием. 18-й объект в списке был изготовлен из материала, который официально не существовал до 1978 года. Сплав на основе никеля и титана с добавкой редкоземельного элемента, название которого в документах мастерской заменено кодом состав 4'. При комнатной температуре материал был пластичным и легко деформировался. При нагреве до 60 градусов он возвращался в исходную форму за несколько секунд. Из этого сплава в 1965 году изготовили пластины для обшивки экспериментального беспилотного аппарата. После аварийной посадки в пустыне несколько фрагментов обшивки разлетелись на значительное расстояние.
Местные жители подобрали куски странного металла, который мялся в руках, но восстанавливал форму при нагреве на солнце. Именно эти фрагменты стали основой для десятков свидетельских показаний о нетленном инопланетном металле в последующие годы. Сплав с похожими свойствами был официально запатентован только в 1981-м под коммерческим названием и сейчас используется в медицинских имплантах. 19-й объект связан с материалом, доставленным на базу из Антарктиды. В 1962 году американская геологическая экспедиция извлекла из ледника образцы породы возрастом около 120 миллионов лет, содержащие включение минерала с необычными магнитными свойствами. Образцы передали в лабораторию базы. Из минерала изготовили 24 небольших цилиндра диаметром около 2 см. При определенной ориентации в магнитном поле цилиндры демонстрировали эффект, который физики лаборатории описали в рапорте как нелинейное магнитное поведение, несовместимое с известными моделями. Что именно это означало на практике? В списке подрядчика не расшифровывается. Известно только, что все 24 цилиндра были в итоге переданы в другое учреждение, название которого в документах зачеркнуто. 20-й объект изготовили из материала, который привезли не из Антарктиды и не из лаборатории, а с места крушения советского спутника в 1962 году. Обломки аппарата упали в малонаселенном районе Канады. Американские агенты извлекли фрагменты раньше советской стороны. Среди обломков оказались куски теплозащитного покрытия советской разработки, материала которого американские инженеры прежде не видели. Его доставили на базу и передали в корпус Г для анализа и воспроизводства. Советское покрытие оказалось дешевле и проще в производстве, чем американский аналог. Из него изготовили опытную партию теплозащитных панелей, которые испытали на нескольких прототипах. Один из инженеров корпуса Г написал в личном дневнике, обнаруженном после его смерти в 1993-м. Мы скопировали их материал, улучшили его и засекретили. Теперь он числится нашей разработкой. 21-й объект в списке. Единственный, при изготовлении которого использовался материал, источник которого подрядчик обозначил 3 словами: происхождение не установлено. Небольшой брусок серого вещества, похожего на графит, но значительно более плотного, поступил в лабораторию корпуса Д в 1968-м в запаянном контейнере с маркировкой воздушной базы Wright-Patterson. Сопроводительных документов не было. Рабочие попытались распилить брусок стандартным инструментом, инструмент затупился, не оставив следа. Попытка сверления дала тот же результат. Химический анализ показал состав, не совпадающий ни с одним известным веществом. Эта фраза воспроизведена в списке дословно. Брусок пролежал в лаборатории несколько месяцев. Затем за ним приехали 2 в гражданской одежде, предъявили документы, которые никто не успел запомнить, и забрали контейнер. Больше о бруске никто на базе не слышал. Информация начала просачиваться наружу не через журналистов и не через утечки документов. Первым источником стал развод. В 1974 году жена одного из старших техников корпуса подала на развод и в ходе судебного разбирательства упомянула, что муж делал вещи для военных, о которых нельзя говорить, и получал за это втрое больше обычной инженерной ставки. Адвокат противоположной стороны не придал этому значения. Но в зале заседаний присутствовал репортер местной газеты, освещавший совершенно другое дело. Он записал фразу в блокнот и через полгода опубликовал небольшую заметку без конкретных имен. Заметку перепечатали 2 региональные газеты. На этом все остановилось до 1981 года. В 1981-м бывший сотрудник базы по имени Дэниел Форест обратился в приемную сенатора от штата Невада с письменным заявлением. В заявлении он перечислил 7 объектов, которые лично участвовал в изготовлении, и потребовал официального разъяснения относительно правового статуса подписанного им соглашения о неразглашении, срок действия которого, по его подсчетам, давно истек. Офис сенатора переслал заявление в Министерство обороны. Через 3 недели Форест получил ответ на 2 страницах, из которых 1,5 были зачеркнуты. Читаемая часть сообщала, что его соглашение о неразглашении не имеет срока давности в части сведений, затрагивающих национальную безопасность. Форест сохранил оба документа, и свое заявление, и ответ. Именно они стали первыми верифицированными бумагами, которые в 1996 году попали к исследователю Джону Лиру, не тому известному пилоту, а малоизвестному архивисту из Лас-Вегаса с тем же именем. 22-й объект из списка стал публично известен благодаря судебному иску совершенно иного рода. В 1989 году группа бывших рабочих базы подала коллективный иск против Министерства обороны, требуя компенсации за ущерб здоровью, причиненный воздействием токсичных веществ на рабочем месте. В материалах иска впервые в открытом судебном документе упоминалось химическое покрытие из корпуса Г.
То самое, разработанное в 1964-м. Истцы утверждали, что при работе с ним без надлежащей защиты у нескольких рабочих развились хронические неврологические нарушения. Министерство обороны запросило закрытие дела по соображениям государственной тайны. Судья удовлетворил ходатайство. Однако адвокат истцов успел передать часть материалов журналисту Джонатану Туру из вашингтонского издания, специализировавшегося на расследованиях в области оборонных контрактов. Тур опубликовал статью в 1991-м. Статья получила премию журналистского расследования, но не вызвала никакой официальной реакции. В 1997 году произошло то, чего военные явно не ожидали. Пожилой фотограф из Лос-Анджелеса по имени Мартин Голд выставил на продажу архив из примерно 800 снимков, сделанных им в период с 61 по 68 год. Голд работал штатным фотографом оборонного подрядчика и снимал производственные процессы для внутренней документации. Среди снимков оказались изображения нескольких объектов из списка, в том числе металлического диска, серебристой ткани и керамических пластин. Голд не знал, что именно снимал. Он продавал архив как индустриальную фотографию 60-х. Покупатель, небольшая галерея в Сан-Франциско, успел выставить часть снимков до того, как получил официальное предписание об изъятии. 23 снимка из архива Голда были конфискованы федеральными агентами. Остальные 777 сейчас хранятся в частной коллекции, имя владельца неизвестно. Сам подрядчик, передавший список журналистам, так и не был установлен официально. Известно только, что он работал на базе в период с 61 по 73 год, и что его документы были переданы через адвоката в 2 запечатанных конвертах. Один конверт содержал список объектов. Второй, по словам адвоката, содержал материалы, публикация которых пока невозможна по юридическим причинам. Второй конверт до сих пор не вскрыт. В 2003 году исследователь из Лас-Вегаса Джон Лир, тот самый архивист, передал в редакцию независимого издания пакет документов общим объемом 270 страниц. Среди них были копии производственных журналов корпуса Б за 66 и 67 годы, личные письма 3 бывших сотрудников базы и фотокопия внутреннего меморандума, датированного 69 годом. Меморандум был адресован начальнику производственного отдела и содержал одну ключевую фразу. Все изделия категории X должны быть задокументированы как трофейные образцы иностранного производства вне зависимости от их фактического происхождения. Эта одна фраза объясняла механизм, который работал десятилетиями. Любой предмет, изготовленный в мастерских базы и предназначенный для операций дезинформации, автоматически получал легенду о том, что он был найден, захвачен или извлечен с места крушения неопознанного объекта. Документы о реальном производстве уничтожались. В архивах оставались только записи о поступлении трофейного образца и его первичном анализе. Таким образом, даже если кто-то из сотрудников пытался восстановить историю конкретного предмета по официальным документам, он неизбежно упирался в стену. И эта стена выглядела как подтверждение инопланетного происхождения артефакта. Меморандум также содержал список из 28 объектов, которым была присвоена категория X. 23 из них совпадали с предметами из списка подрядчика. 5 были новыми. Их описания в публикацию не вошли по решению редакции, которая передала эти данные в офис конгрессмена от Невады. Что конгрессмен сделал с этими данными, неизвестно. Официального запроса в Министерство обороны от его имени в открытых реестрах не зафиксировано. 23-й и последний объект в публичной части списка подрядчика – это не предмет в привычном смысле слова. Это папка. Обычная картонная папка с металлическими зажимами, изготовленная в административном корпусе базы в 1968 году. Внутри папки находился сводный реестр всех объектов категории X с указанием дат производства, использованных материалов, имен ответственных сотрудников и конечного назначения каждого предмета. Папка была создана по инициативе одного из старших офицеров базы. Человека, который, судя по всему, понимал, что рано или поздно кто-то захочет разобраться в том, что происходило в мастерских. Офицер составил реестр без приказа сверху и хранил его отдельно от официального архива. Когда в 73-м программа была свернута, офицер забрал папку с собой. Он умер в 88 году в Аризоне. Его дочь обнаружила папку в металлическом ящике под полом гаража только в 99-м, через 11 лет после его смерти. Она не знала, что именно держит в руках, и несколько лет папка пролежала в коробке с личными вещами отца. В 2002-м дочь показала содержимое папки своему знакомому, юристу, специализировавшемуся на делах о раскрытии государственных архивов. Юрист немедленно связался с Лиром. Именно эта папка стала тем доказательством, которого не хватало для всей картины. Реестр подтверждал существование производственной программы, описывал конкретные объекты с техническими деталями и называл имена. 37 имен сотрудников, непосредственно участвовавших в изготовлении предметов категории X. Из 37 к 2003 году в живых оставалось 9. Лир связался с 6 из них.
4 не ответили. Один сказал по телефону: «Вы ошиблись номером», и повесил трубку. Один пожилой мужчина, живший в доме престарелых в Тусоне, согласился говорить. Он подтвердил реестр полностью. Он назвал свои объекты, описал процесс производства и сказал, что удивлен только одним, что эта папка вообще существует. По его словам, они все были уверены, что подобных записей не осталось. Интервью с этим человеком было записано на аудиокассету. Кассета хранится у адвоката дочери офицера в запечатанном конверте вместе со вторым конвертом подрядчика. Оба конверта до сих пор не переданы ни в одно официальное учреждение. Папка из гаража в Аризоне изменила не саму историю Зоны 51. Она изменила то, как эту историю нужно читать. Все свидетельства об инопланетных артефактах, собранные за 50 лет, теперь требовали пересмотра с одним простым вопросом. Был ли этот предмет найден или изготовлен? Ответ на вопрос из самого начала оказался именно таким, каким его меньше всего ожидали. Самые засекреченные артефакты Зоны 51 не были инопланетными. Они были сделаны руками гончара из Нью-Мексико, химика из Норвегии, часовщика из Чикаго и десятков других людей, большинство из которых понятия не имели, зачем именно они делают то, что делают. Металлический диск, светящиеся шары, серебристая ткань, капсулы с несуществующими символами — все это было инструментами одной из крупнейших операций дезинформации Холодной войны. Операция, которая работала настолько эффективно, что ее побочным эффектом стала целая индустрия. Книги, фильмы, конференции, туристические маршруты и миллионы людей, убежденных в том, что где-то в пустыне Невады хранятся доказательства внеземной жизни. В 2020 году правительство рассекретило ряд видеозаписей с неопознанными летательными объектами. Пресса подняла новую волну публикаций. Ни в одной из них не упоминался меморандум 1969 года с фразой о трофейных образцах иностранного производства. Ни в одной не было ссылки на реестр 37 имен. Ни один журналист не написал о папке из гаража. Пожилой мужчина из дома престарелых в Тусоне, подтвердивший реестр в 2003, умер в 2008. Его имя в публичных материалах Лира не фигурирует, только инициалы РК. Из 37 сотрудников, перечисленных в реестре, к сегодняшнему дню не осталось никого. Дочь офицера, нашедшая папку в гараже, живет в Фениксе. В 2019-м она дала единственное интервью небольшому подкасту о холодной войне. Она сказала, что отец никогда не говорил с ней о своей работе. Единственное, что она помнит, он никогда не смотрел фильмы об инопланетянах. Если вам интересно, что еще скрывают мрачные уголки Зоны 51, загляните на наш сайт wider.com. Там столько интересных историй, что даже инопланетяне завидуют. А ссылка в описании, не забудьте проверить. Когда она спрашивала, почему, он отвечал одно и то же: «Потому что я знаю, чем это заканчивается». 2 запечатанных конверта у адвоката в Фениксе до сих пор не вскрыты. Адвокат отказывается комментировать их существование. Второй конверт подрядчика, тот, который содержит материалы, признанные юридически непубликуемыми, по условиям передачи может быть вскрыт только после смерти адвоката или через 25 лет с момента передачи. Срок истекает в 2028 году. Светящиеся шары из корпуса D, которые рабочие разбрасывали в пустыне в 60-е, давно перестали светиться. Срок службы газа внутри был рассчитан примерно на 10 лет. Но люди, которые их находили, до конца жизни были убеждены, что держали в руках что-то неземное. Это и было целью. Не напугать, не предупредить. Просто создать убеждение, которое невозможно опровергнуть, потому что оно живет не в документах, а в памяти конкретного человека, который своими руками поднял светящийся шар с земли теплым вечером в Неваде и почувствовал, что мир стал больше, чем он думал. Мир действительно стал больше, просто не в ту сторону.